Меня зовут Никита Булатов, я CG-художник, и сегодня я хочу рассказать вам о процессе работы над своим домашним проектом Люскус. Еще в прошлом году я задумал нарисовать серию фонов, а под вечер в конце рабочего дня ко мне пришла идея создать из них небольшой ролик. По дороге домой я пытался связать картинки общим сюжетом и оценить масштаб усилий, которые придется затратить на реализацию. Думаю, вы уже поняли, что эту ночь я не спал. Наверное, каждый из вас меня поймет. Те самые фоны и послужили первоначальным материалом для моего ролика. Я накидал себе небольшой план, который по моим подсчетам занимал примерно 3 месяца. Но в процессе аппетиты росли, я все больше проникался историей, увеличивал масштаб локаций, все глубже продумал характер персонажей. Все это разрослось в целую вселенную, которая постоянно растет. На сегодняшний день с момента зарождения идеи прошло уже почти полгода. Я хотел сделать что-то легкое, необычное, с долей драмы и нездоровой логики. Процесс доставлял мне огромное удовольствие, поэтому после рабочего дня я спешил домой со всех ног. Не хотелось использовать голосовое сопровождение, хотелось донести до зрителя основной смысл и атмосферу тизера формой, цветом и музыкой. Продумав тизер, я понял, что теперь необходимо определиться с основным сюжетом всей истории в целом. Я обратился к книгам по сценарной работе. Нужно было ответить на много вопросов, а главное задать правильные. Конечно, было очень много референсов, из которых я черпал свое вдохновение. Это кино, это книги, это мультики Disney, DreamWorks, Pixar, картины Хаяо Миядзаки, аниме и многое другое, что с самого детства залегло мне в голову и не отпускает по сей день. Главным героем истории является сиротка-котик, который родился в мире животных в темном переулке в коробке из-под усов. Никто его не хотел к себе брать, все его сторонились из-за его странного глаза. Правый был нормальный, кошачий, а левый был страшный и источал нездоровое зеленое свечение, да еще и сам зрачок был крестообразным. Поэтому котик прикрывал левой лапкой свой глаз, куда бы он ни шел. Люди вокруг его прозвали Люскус, что значит одноглазый. Спал он в коробке, укрывшись старым островом, на котором был изображен великий герой тех краев, великолепный Реру. Люскус даже сделал одноименную игрушку из старой картофелины и пару прищепок. Венцом всего этого была гнутая зубочистка, которая сияла в руках солдатика чудесным клинком. Это был самый сильный воин Троемирия. Люскус везде таскал его с собой, засыпал с ним темными ночами и участвовал в каждой, несомненно, наиважнейшей битве, какую только может себе представить кот 2 лет. Так рыжий комок скрывался от серых реалий подворотен, где его окружали одиночество, нужда и безразличие. Его левый глаз был способен видеть удачу. В этом мире каждое существо имеет невидимую нить жизни, которая выходит из груди. Люскус видит зеленые отрезки этой нити, которая отвечает за удачу. Из-за некоторых событий, которые я пока не буду вам раскрывать, он узнает о своей необычайной способности. Его левый глаз был способен видеть удачу. Просто подумайте, что бы вы сделали, если бы знали, в какой момент жизни вам повезет. А Люскус мог видеть не только свою удачу, но и удачу других, и воровать ее, чтобы продлить свою. Благодаря этой необычной способности Люскус пытается осуществить свою давнюю мечту – стать героем. На своем пути он встречает много различных персонажей. Кузнеца Коробу, который станет его обучать и наставит на новый путь. Своего идола великолепного героя Реру, главу Серединоземной гильдии героев. Встретит раненую чужачку Чинис, которая будет выхаживать и найдет в ней родную душу. Она тоже не похожа на других, и поэтому ее все сторонятся. Узнает о неведомых силах, богах
и странных существах. Одно такое существо – мышь-свидетель – вы можете найти на каждой картинке тизера, если будете внимательны. Побывает во всех землях Троемирия, окруженных огромной стеной, сооружением настолько громадным, что его заселил народ целой страны. Побывает в западных и восточных краях света, и даже выйдет за стену в вечной пустыне тьмы, где путника ждет мгновенная смерть. Но это я уже забегаю совсем далеко. Все это принесло мне огромное море радости, переживаний, разочарований и побед. Я обязательно продолжу работать над проектом, и из него выйдет что-то хорошее или нет, и тогда это будет моя ошибка, но это будет чудесная ошибка. Поэтому, ребята, придумывайте свои истории, создавайте свои проекты, любите творения других и творите сами. Не бойтесь, ошибайтесь, это очень важно и это неизбежно. Вставайте, идите вперед. С вами был Никита Булатов и первые этапы проекта Люскус. Всем удачи! Если вы хотите поучаствовать в проекте, либо узнать больше, можете написать мне, контакты будут в описании. Ты только представь, если у тебя супер удача, и ты прыгаешь с балкона и выживаешь с 7-го этажа. Вы можете делать все, что угодно, вы можете выиграть в лотерею именно в этот момент. Бабушка связала новогодний свитер, и он оказался с оленем, или он оказался из оленя. И это огромная удача, если вы умеете хранить язык за зубами.